Детские смарт-часы со встроенным GPS-трекером, поддержкой 4G сетей, встроенные 2-мегапиксельные камеры, поддержкой видеозвонков. Также данная модель может похвастаться чатом с голосовыми сообщениями, родительским контролем, удобным приложением с обширным функционалом, длительным временем автономной работы, качественной сборкой самих смарт-часов, приятным дизайном, и обо всем этом можно прочесть в рекламе к смарт-часам под названием Xiaomi Mi Bro Watch Phone P5. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам расскажу. Распаковка. Поставляются данные смарт-часы в серо-оранжевой упаковке из плотного картона. На ней есть краткая характеристика, изображение и название модели. Упаковано все довольно хорошо. В комплекте мы имеем краткое руководство, которое доступно на русском языке, довольно длинное зарядное устройство с 2 пинами, сами смарт-часы с несъемным ремешком и ключ для извлечения слота под одну нано-сим-карту с поддержкой 4G. На экране смарт-часов наклеена защитная пленка, за что плюс. Весит модель 49 граммов вместе с ремешком, а габариты 41,3 на 51,1 на 15,1 мм. Далее, 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Алиэкспрессе, телеграм-канал взаимопомощи, напишите по техзаданию, что вам нужно, всегда помогут, и мой личный телеграм-канал, где мы обсуждаем новинки и тесты в онлайне с вами 24/7. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Не забудьте подписаться на канал с колоколом. Перейдем же к смарт-часам. Поставляется данная модель в двух стандартных расцветках. Это розовая и синяя. Дизайн смарт-часов лично мне нравится. Они выглядят просто и без лишних каких-то деталей. Корпус смарт-часов выполнен из матового пластика, ремешок силиконовый. Материалы использовались экологически чистые, по заявлению производителя. Качество материалов по мне хорошее, тактильно, что смарт-часы, что ремешок приятные на ощупь. Сборка хорошая. При носке смарт-часы особо не ощущаются, ремешок не натирает, а запястье под ним не потеет. Застежка у ремешка классическая, выполненная из пластмассы. На корпусе расположили 2 контакта для зарядки, краткую информацию, логотип, динамик, микрофон, слот под нано-сим-карту и одну механическую кнопку. Ход у кнопки хороший, она выполняет команду включения экрана, а также перехода в меню и возврат. Выключить часы через кнопку нельзя, только перезагрузить. Переназначить команды возможности нет. Летим дальше. Оснащены смарт-часы экраном со следующим размером: 23,9 на 23,9 мм. Рамки у экрана есть, да, они огромные, но я не сказал бы, что это прям большой минус, так как экраном пользоваться удобно. Скроллинг плавный, но изредка проскакивают фризы. Цветопередача у экрана слегка тускловатая. Плюс за то, что экран слегка утоплен. Интерфейс доступен на русском языке, но перевод совсем некорректный, а шрифт в целом неплохой. В солнечный день при прямом попадании света на экран яркости не хватает, автояркости на борту нет. Яркость регулируется ползунком. Автовыключение экрана через 15 секунд. Функций таких как постоянно включенный экран или Always On Display по-другому на борту нет. Но плюс за то, что можно включить экран тапом или выключать экран накрытием ладонью. Функции для активации экрана при поднятии запястья, к сожалению, нет. Далее с главного экрана по свайпам сверху вниз уведомления, снизу вверх панель быстрого доступа, в которой есть функция для продувки динамика, фонарик и переход к Wi-Fi. Разумеется, заряд в процентах и качество связи. Слева направо и наоборот это виджеты, сортировать виджеты в меню возможности нет. Меню небольшое, в нем мы имеем камеру, к слову, на борту 2-мегапиксельная камера для фотографирования и видеозвонков. Качество, как по мне, неплохое, для видеозвонков его точно будет достаточно. Далее есть фотоальбом, где находятся фотографии, погода, расписание занятий, тренировки которых на борту 4 вида, набор номера и настройки. В настройках, кроме вышеперечисленного, имеется подключение к Wi-Fi на 2,4 ГГц, настройка звука, установка будильника, установка паролей, изменение формата часов и перезагрузка. Летим дальше. Версия Bluetooth не указана. Подключать внешние Bluetooth устройства возможности нет. Xiaomi Mi Bro Watch Phone P5 подключается к приложению Mi Bro. Приложение переведено на русский, но перевод некорректный. В нем есть 3 основные вкладки, такие как местоположение, контактные данные и профиль. GPS смарт-часы, разумеется, поддерживают. При первичном подключении местоположение довольно долго определялось. Ко всему, несколько раз некорректно. В помещениях местоположение показывает далеко не точно, а на открытой местности навигация работает хорошо. Но только для нахождения местоположения через приложение. При запуске тренировки на улице смарт-часы отказываются определять местоположение вообще на данной прошивке, что у меня. В приложении можно просматривать пройденные маршруты и узнать, какой заряд у смарт-часов в процентах. Во второй вкладке мы имеем окошко, через которое можно совершать звонок или видеозвонок на номер, который установлен в смарт-часах, а также воспользоваться поиском смарт-часов. Ниже есть уведомления от приложения, такие как местоположение, заряд аккумулятора, смарт-часов, считывание шагов, сообщений и динамика членов семьи. Все это можно настроить. Далее есть групповой чат и отдельный диалог. Звонить часов можно, динамика микрофона отрабатывает
хорошо. Входящий звонок можно принять или отклонить. Уведомления приходят моментально. Опять же там, где есть связь. В чате с телефона можно отправлять смайлики, вводить текст и записывать голосовые сообщения, а со смарт-часов только отправлять смайлики, фото и голосовое сообщение. В приложении можно выбрать, от кого могут приходить сообщения, к примеру, только от членов семьи, от всех или вовсе отключить сообщения. К слову, то же самое можно настроить и для вызовов. Вибромотор неплохой, но слабенький, настроить вибрацию нельзя. Для звонков есть возможность настроить автоматический ответ со смарт-часов на входящий звонок сразу или через 15 секунд. Далее, во вкладке «Профиль» можно изменить информацию о ребенке, настроить качество работы GPS, настроить удаленное выключение смарт-часов с отсрочкой от 1 часа до 12 часов, воспользоваться блокировкой смарт-часов, если их украли или они потерялись, настроить режим уроков по расписанию, в котором смарт-часы могут только отправлять сигнал СОС и передавать свое местоположение, а также можно добавить функцию «Связь с родителями». Из полезного есть автоматический вход в режим энергосбережения, если заряд аккумулятора опустится до 20%. В этом режиме будет доступен только режим СОС и передача местоположения. Далее можно добавить членов семьи, установить местоположение дома, школа, а также другие точки, воспользоваться записью разговоров, перейти к магазину с циферблатами, которых в нем более чем достаточно, настроить режим «Не беспокоить», мониторить количество пройденных шагов, посмотреть историю активности, добавить расписание уроков и обновить прошивку. Но мне обновления еще не прилетали, что очень странно. Емкость аккумулятора смарт-часов 900 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 46 минут, время автономной работы хорошее, у меня они прожили 6 дней на одном заряде, и это прямо супер. Водонепроницаемость IPX8, я не советую в них купаться, плавать, принимать душ и так далее. Но брызг воды от случайного погружения в воду данный стандарт водонепроницаемости должен защитить легко. Конечно же, я окунул их в воду, по итогу с ними ничего не произошло, что очень даже радует. Летим дальше. Минусы. Некорректная работа GPS-трекеров в помещениях, что неудивительно, как и у всех. Не определяется местоположение во время запуска тренировки на открытой местности. Мало яркости, плохой перевод интерфейса как на смарт-часах, так и в приложении. Также, по моему мнению, цена на данном этапе жизненного развития завышена. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, и даже во время распродажи я не скажу, что она супер выгодная была. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. А к основному минусу я еще также отнесу, что когда вы приобретаете подобное устройство, вы на него надеетесь. И очень даже зря. То есть как дополнительный маркер того, что с ребенком все в порядке, это хорошо. И я его могу советовать. Но как основной помощник для отслеживания его активности однозначно нет. Резюмирую. Умные часы Xiaomi Mi Bro Watch Phone P5 неплохой вариант как для детских смарт-часов. Плюс за удобный чат, через который можно отправить голосовые уведомления, за видеозвонки, за родительский контроль, плюс за различные вспомогательные функции. Девайсу от меня крайне скромная, да? Помним, что за детьми надо следить. Никакие гаджеты вам в этом на 100% не помогут. Всем огромное спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.